Приветствую еще раз на канале всех. Сейчас вторая часть продолжения. Будем делать вот эту елочку. Одну елочку я сделала и хотела сделать вторую на таком же конусе. Но потом я подумала, возможно, не у всех есть такой конус, поэтому я буду делать его из бумаги. У меня обыкновенная бумага А4, не очень толстая и не очень тонкая, 130 грамм. Можно использовать любую. Можно просто вот так скрутить, все подклеить и затем обрезать низ. Но чтобы у меня елочки были одинаковые, я воспользуюсь формой. Поэтому вот так возьму, обкручу, сделаю потолще, использую все. И сейчас подожду, пока у меня клей нагреется, и подклею. Мой клей нагрелся, и теперь просто вот так возьму и края подклею. И дам закрепиться. И теперь я подрежу низ елочки. Отрезаю немного больше, чем мне надо. Сейчас объясню для чего. Чтобы сделать низ, подклеить, чтобы у нас не было пустоты. Я даже отмечу себе вот так, докуда мне надо будет подрезать. Если вам не существенно, чтобы елочки были одинаковые, то вот это можно не подсовывать туда и не очерчивать. Вот я наметила, и теперь можно вытаскивать. Вот такой конус получается. Теперь я делаю вот такие небольшие надрезы до линии, где я отметила все. И так по всему диаметру. Немного вот так подгибаю. Это для того, чтобы приклеить дно. Вот что у нас получается. И теперь вот я по краю нанесу клей и вот так быстренько приклею. Так, уберу вот это, чтобы мне не мешало. Наношу клей. И просто подклеиваю. И теперь лишнее подрезаем. И у нас получается елочка. Конус у нас готов. Точность тут не надо учитывать, потому что все равно у нас сверху будет все подклеено. Вот такой конус у нас получился. У меня вот такая синильная проволока, и я поступаю точно так же, как в предыдущей елочке. На 2 части и затем еще на 2. Здесь я уже на глаз буду делать. И вот таким образом я подготовлю все веточки. Можно скручивать, можно не скручивать. И так все хорошо прилипает к горячему клею. И делаю вот такие капельки. И заготавливаю необходимое мне количество. Так же, как я делала в предыдущей елочке. И продолжаю работу. Эта проволока намного легче сгибается, чем вот эта. Поэтому я просто беру, примеряю и буду приклеивать чуть ниже самого основания, потому что потом я подогну. Вот я наметила пальчиком, где мне надо нанести клей, и приклеиваю. Приклеивается очень хорошо. Вот вы видите, чуть ниже. Беру следующую, немножко подгибаю. И также приклею. Наношу клей. Поступаем точно так же, как в предыдущей елочке. Само основание можно покрыть глиттером. Можно, не знаю, применить что-то блестящее. Я оставлю как есть. И продолжаю работу. И пока я не доклеила всю сторону, я решила по низу также пустить вот такую
проволоку синильную, поэтому я нанесу клей. Сделаю это сейчас, чтобы мне было легче работать. Вот сейчас буду подлезать чуть-чуть. Вы сначала приклеиваете, а потом уже дальше продолжайте работу. Вот так аккуратненько сейчас подлезу. И по всему основанию подклеиваю проволоку. И продолжаю работу. Мне кажется, так смотрится намного симпатичнее. Первый ряд у меня подклеен. И сейчас я их вот так немножко в стороны, чтобы они были более пышные. Можно, чтобы они заходили одну на другую. Ничего страшного. И затем, когда елочка у меня будет готова, я еще расправлю ее. И начинаю клеить следующий ряд. Следующий ряд приклеиваю в шахматном порядке. Вот так перекрываю нижний ряд. Для того, чтобы было все более ровно, можно просто отметить себе, вот на каком расстоянии вы будете подклеивать следующий ряд. Это чтобы было легче. Вот. И теперь я начинаю подклеивать. Наношу клей. И подклеиваю. Беру следующую. Примеряю. Наношу клей вот по линии. И приклеиваю. И продолжаю работу. И все-таки я решила после каждого ряда подклеивать проволочку. Так смотрится намного аккуратнее. Поэтому я наношу клей вот на края и подклею. В следующем ряду буду сразу это делать после того, как закончу ряд. Наносим клей и подклеиваем. И продолжаем работу. Второй ряд у меня приклеен. И сейчас я также приклею проволоку. И приступлю к следующему ряду. Очень хорошо все приклеивается. И продолжаю работу. Мои 3 ряда уже готовы. И вот я расправляю все тут ветви елки. И очень красиво получается. Мне нравится. Вот тут одна на другую находит. Вот так. И продолжаю работу. Чем ближе к макушке, тем меньше у нас ветвей приклеивается. Вот что у меня получилось. И ближе к макушке я сделала вот эти веточки чуть покороче. И я также отмечу, где я буду приклеивать их. Это чтобы было легче работать. И начинаю их также приклеивать, как делали до сих пор. Беру следующую, подгибаю и подклеиваю. И продолжаю работу. И самые верхние, они будут еще короче, поэтому вот я подрезаю себе короткие вот такие веточки. И их, наверное, там буквально 5 штучек надо будет. Здесь подклею еще один ряд проволоки и начну подклеивать верхушку. И вот верхние части, вот такие маленькие совсем, буду подклеивать на самую верхушку.
Вот таким образом. Они очень маленькие, немножко так в руке теряются, но все можно сделать. И продолжаю работу. Моя елочка почти готова. Она вроде бы красиво смотрится, но вот эти просветы немного меня как бы не устраивают. Поэтому я решила отогнуть еще вот эти края и подклеить еще пару рядов проволоки. Можно этого не делать, но мне хочется. И между рядами я пропущу еще немного проволоки. Если, конечно, делать это заранее, то это намного легче. Но мне вот только сейчас это в голову пришло. И пропущу несколько рядов. Одна и та же техника, но как по-разному они смотрятся. Конечно, вот эту елочку я делала, можно сказать, на ходу. Первый раз сначала подклеила вот эти перышки, затем сюда начала подклеивать. И, скорее всего, я сниму еще один урок, где будет точно и ясно все по порядку сделано. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.